В машине моего дедушки сел аккумулятор, при том, что машина не использовалась неделю. И он меня спросил, а может ли он разрядиться из-за того, что часы на магнитоле все время включены? А я, чтобы вы понимали, в машинах разбираюсь примерно на уровне, чтобы сделать дрифт, нужно нажать пробел. Так что я ему говорю. Ща решу. И пишу своему знакомому эксперту-автомеханику. Искусственному интеллекту от Google. Могут ли часы на магнитоле посадить аккумулятор, если сама магнитола выключена? Могут. Поэтому нужно вытащить ключи из зажигания, чтобы аккумулятор вообще не питал магнитолу. Так, а если ключи не в зажигании, а часы все равно работают? Это значит, что магнитола напрямую подключена к аккумулятору и поэтому не выключается, когда машина не заведена. Срочно нужно менять проводы местами. Я говорю это дедушке и думаю, что он просто купит зарядку, и ему придется заряжать все время аккумулятор из-за этих часов. А как магнитолу достать? Ну, я всегда думала, что ее можно просто вытащить, как это делают грабители в фильмах. Но я пригляделась к ней и увидела по бокам какие-то палочки. И они выглядят как защелки, на которые нужно нажать, чтобы достать магнитолу. Я их потыкала, но ничего не произошло. И тут я вспомнила, что можно загрузить фотку в Google и он четко распознает предметы и расскажет, как им пользоваться. Да, эти палочки то, что тебе нужно. Туда нужно вставить два плоских инструмента, чтобы внутри нажать на защелки и легко достать магнитолу. Нет, нужно под другим углом. Короче, полчаса мы ковыряли эту магнитолу, вставляя ножи под разными углами. Я уже начала думать, что мы там все провода перерезали. И тут моя рука случайно соскользнула, и я открыла съемную панельку вокруг магнитолы. Так она снимается. Так, тут болтики с обеих сторон металлической конструкции, в которой стоит магнитола. Неужели... Теперь ее можно вытаскивать, раз панельки нету? И мы еще минут 15 ковыряли эту железяку. И если вы такой же автомеханик, как я и мой дедушка, и не поняли намеков с болтиками, то оказывается, их нужно было открутить, потому что магнитола была прикручена к этой металлической конструкции и доставалась только вместе с ней. Но кто бы нам сказал? Окей, Google, какие провода поменять местами, чтобы магнитола выключилась при отключении двигателя? В общем, он нам сказал, что красный провод нужно открутить от желтого с оранжевым и прикрутить к коричневому. А током не жахнет? Неа. Ну, мой дедушка электрик, я ему верю. Мы перекрутили провод, магнитола выключилась. Это то, что нам и было нужно. Но теперь осталось проверить, включится ли она, если завести двигатель. Дедушка поворачивает ключ в зажигании, и она не включается. Ну, в принципе, причина разрядки аккумулятора устранена. Пришлось вернуть провод в исходную позицию, не оставлять же дедушку без музыки. Но мы немного расстроились, что ничего не вышло. Совсем чуть-чуть. И пока дедушка прикручивал магнитолу обратно, я написала что его совет не сработал. Но я так на грустных эмоциях решила сказать калькулятору, что он дал мне нерабочее решение. Он, конечно же, начал оправдываться. Типа, это значит с проводом что-то не то. И раз все пришлось вернуть, как было, то можно попробовать другое решение, чтобы не разряжать аккумулятор. Какое может быть другое решение? Разбирать двигатель и искать причину нерабочего провода? Да уж, это советы в духе ИИ. Итак, два решения для того, чтобы магнитола не разряжала аккумулятор, если смена проводов не помогла. Ну, чтобы точно убедиться в том, что дело не в том, что мы чего-то не поняли, а в том, что решение этой проблемы требует вмешательства автоэлектрика со стажем. Способ первый. Снимать переднюю панель магнитолы каждый раз, выходя из машины. В скобках написано «самый простой способ». Но я бы не сказала, что он самый простой, потому что мы так и не поняли, что именно в магнитоле это передняя панель. Способ второй. Кнопка тумблер. Купите в автомагазине любую механическую кнопку тумблер и пустите ее через красный провод. И тут дедушка засиял и побежал в гараж. Да и у меня настроение приподнялось. У него там что, в гараже тумблеры есть? Подключаем один провод тумблера к желтым проводам, другой к красному, чтобы красный проходил через кнопку, заводим машину и переключаем тумблер. Работает! Теперь магнитолу можно полностью отключать от аккумулятора даже при включенном зажигании. Осталась только маленькая деталька. Решить, куда вывести эту кнопку. Сначала мы хотели ее повесить там, где ноги пассажирского сидения. Но дедушка не молодой, чтобы аэробикой заниматься. Потом мы увидели щель между полочкой и магнитолой. И вывели провод туда. И сейчас я вам покажу, какое чудо изобретение у нас получилось.
Мне было интересно решать эту проблему вместе с дедушкой. Может, потому что это было мелкое оборудование в салоне, потому что само копание в машине интереса у меня не вызывает. Под капотом мне бы точно не захотелось что-то чинить. Особенно радостные чувства в конце, когда проблема была все-таки решена. Ну вот каков был шанс того, что у дедушки окажется мини-тумблер в гараже, который посоветовал ИИ?